Всем привет! По запросу наших подписчиков снимаем видео, как нанести акцентную стену и оформить круги. Круги все видят по-разному, кто-то видит просто круги, кто-то видит там космос, планеты и так далее. Но смысл вот в чем. Вам нужна фактурная штукатурка, не зернистая, пастообразная, штукатурка, которая выдерживает слой, ну скажем, до 3 хотя бы миллиметров, без зерна. Стена должна быть оштукатуренная, загрунтованная. Шпаклевать стену не обязательно. Наносим штукатурку с помощью кельмы или шпателя. Наносим хаотично. Можно немножко формировать рисунок. Ну, такой вот, знаете, как от шпаклевки, вот поближе, если... Такой у нас цвет пыльно-розовый. Вот такой можно формировать рисунок. Но это не обязательно, можно и просто по прямой как будто бы отшпаклевать. Обратите внимание, что штукатурка не зернистая. То есть, когда мы ее наносим, зерна никакого в ней нет. И наносим слой такой, чтобы укрыть поверхность стены, чтобы не видно было штукатурку. Дальше нам понадобится вот такая гребенка, как расческа. И с помощью этой гребенки мы формируем круги. Вот смотрите. Вот таким образом. Раз. Мы можем сделать вот так. То есть вам нужно выдержать вот этот круг. Вот эти полоски, обратите внимание, от них вы не избавитесь, они будут у вас все равно. И где-то местами вот эту фактуру, ту, что мы оставляли, она у вас будет видна. Можно круги пересекать таким образом. Вот так. Продолжаем. Штукатурку можно наносить как колерованную, так и не колерованную. Это дело ваше. Мы наносим колерованную, чтобы вам было видно. Потому что белый цвет очень плохо видно на камеру. И продолжаем наносить, соединяемся. Также формируем небольшую фактуру с помощью кельмы. То есть, когда кельма у вас тянется, можно еще поближе. Когда у вас кельма тянется по штукатурке, вот. То есть мы берем торец и торцом, вот так немножко угол приподнимая, начинаем ее наносить, и она у нас тянется под кельмой. Создается фактура. Круги можно сделать вообще, чтобы не было видно стены, то есть сплошные круги. А можно сделать с пустотами вот с такими, как... Ну, давайте мы будем немножко оставлять. Вот так. Я предлагаю вот это оставить. Дальше мы должны будем ей дать подсохнуть минут 20-30. Когда она подсохнет, мы ее пригладим, чтобы не было острых краев. И после этого дадим ей полностью высохнуть до завтрашнего дня. Даем высохнуть ей минут 20, чуть-чуть подсохнуть. Вот так вот он выглядит, еще не приглаженный, не поджатый, с другой стороны, еще сырой. Когда мы его пригладим, покроем его, он будет очень симпатичный. А вот так вот с другой стороны, видите, как обзор меняет внешний вид? С одной стороны один вид, а с другой стороны другой. После того, как подсохла немножко штукатурка декоративная, можно ее пригладить влажной кельмой вот так вот по верхам. То есть вы ее приглаживаете, чтобы не царапала руку, чтобы верхушки вот такие острые не торчали. Что еще можно сделать, кроме того, что мы будем сейчас приглаживать? Можно дать ему полностью высохнуть и пошкурить, если вы хотите. Шкурить это пыльно и звук неприятный, мы не любим, поэтому мы приглаживаем. Но вы можете шкурить, если, может, вы не умеете приглаживать, да, не чувствуете, первый раз делаете, например. То есть что мы делаем? Мы кельму смачиваем, она у нас должна быть влажненькая и всегда чистая. И вот таким образом по направлению рисунка приглаживаем, убирая острые края. Если вы увидите поближе, то острых краев вот здесь. Вот смотрите, здесь мы пригладили, вот, и их уже здесь нет. А здесь вот они есть, видите, вот эти острые края, и по направлению рисунка мы их вот так приглаживаем. Видно? Вот так.
То есть у нас они убираются, но вы можете пошкурить, если хотите. И приглаживаем везде, где вам не нравится. И даем ему полностью высохнуть. Вот таким образом. И теперь он сохнет сутки. Время высыхания разных материалов по-разному, смотря какая у вас будет штукатурка декоративная. Мы сейчас используем Арабеска, торговая марка Декора. То есть мы вот ее используем, у нее высыхание одно, у других материалов другое. И также приглаживание вот это по-разному. То есть вы смотрите, чтобы, когда вы начинаете кельму прикладывать, может так получиться, что материал еще не досох, и он начинает деформироваться. Вот чтобы этого не было. Даем полностью высохнуть и закончим наш образец. Между делом, пока мы еще не закончили, вы не забудьте подписаться, поставить лайк. Сразу же можно и заранее, мы не против будем. Ждем? После того, как полностью высохла штукатурка, мы можем ее покрыть или лаком защитным, или воском, например, прозрачным, для того, чтобы пропитать, дополнительно защитить, и чтобы лазури в дальнейшем по верхушечкам легче наносились. Наносим неколированным воском для просто защиты. То есть макнули и наносим. Наносим просто для защиты и для грунтовочного слоя. Также воск или лак насыщает цвет на несколько процентов, ну процентов на 10-20 цвет станет поярче. После вот этой вот защиты также будет легче мыть поверхность. Когда наносите губкой, старайтесь растушевывать, чтобы не оставалось полос от губки или от валика, например, чтобы было все хаотично, чтобы не было видно механики, ну то есть остатков от инструмента. Покроем и дадим ему высохнуть еще минут 20. Может быть, вам легче будет это делать с помощью валика на объеме. Ищите необходимые для себя и удобные инструменты. Даем подсохнуть. После полного высыхания нам нужно выявить круги. То есть мы нанесли штукатурку, сформировали рисунок, почистили его, прижали. После высыхания мы покрыли его лаком или воском. И после этого мы хотим вот эти выделить круги. Можно сделать их просто лазурью по верхам одного цвета, а можно сделать 3 разных цвета. Давайте пойдем от светлого к темному. То есть наносим лазурь с помощью губки, лазурь серебро, серебро с помощью губки. Вот, видно? По верхушечкам. То есть мы серединку взяли серебро. И вот центра делаем серебром. Вот так вот мы выявляем полосочки. Стараемся это делать по верхам полосок. Дальше мы можем взять лазурь белое золото. Белое золото, оно будет золотистее. Это у нас серебро, дальше золото. А дальше у нас будет бронза. Так, белое золото губочкой также наносим по верхам, по полоскам. Вот это белое золото, оно издалека как будто бы не отличается от серебра. Но когда это на стене, это очень видно. Золото и серебро, у них разный оттенок, теплый и холодный. И наносим следующий круг.
То есть первый круг у нас серебро, второй круг у нас белое золото, а третий будет бронза. Это вот так вот достаточно легко наносится круги. Люди ждали долго, но времени, к сожалению, не хватает на все, поэтому мы немножко затянули этот процесс снятия видео. Видите как? То есть слегка-слегка на губке лазурь, не густо. Иначе попадает вот так, во внутренности. И не очень красиво. Но иногда все равно немножко попадает, но желательно, чтобы было только по верхам. А теперь мы возьмем бронзу. И немножко, если что, золото убирать далеко не буду, если что, бронзу растушую. Бронза, она уже яркая такая. И также немножечко губочку смочили. Излишки можно об край убрать. И наносим по самому краю. Вот так. Берем на край и идем по верхам. Вы можете губочку обстричь, сделать ее короткую, маленькую. Маленькой удобней. То есть вот так вот. И смотрим издалека. Отходим, смотрим издалека сбоку. Все ли устраивает. Где-то, может быть, что-то растушевать надо. То есть где-то побольше золота, где-то, может быть, побольше серебра. И добавляете как нужно. Я считаю, что мы уже ничего не добавляем. Например, если вы хотите, чтобы здесь не было матово, чтобы было более ярко, можно тоже губочкой покрыть лазурью, например. Ну, мне кажется, это иногда лишнее. Я надеюсь, что все понятно здесь. Если у вас будут вопросы, вы их задаете в комментариях, мы вам всем отвечаем. И вы не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Всем пока, всем спасибо. Готовый вариант, высохший полностью. Вот так смотрится на матовом фоне яркие круги. Фон может быть любой, и перламутровый в том числе. С этой стороны смотрится вот так. По-другому немного.